Всех приветствую на нашем канале. Сегодня 23 марта. В Баку и в Азербайджане праздник Навруз. Вчера все гуляли. Сегодня, наверное, все-таки более-менее спят. Народу немного, поэтому мы вышли специально пораньше, чтобы поснимать. Сегодня хотим прогуляться по улицам старого Баку. Мы сейчас находимся около Девичьей башни. Почему названа Девичья башня, доподлинно никто не знает. Происхождение ее тоже исторически ни одно не доказано из всех предполагаемых. То есть там и девушка из-за того, что ее хотели выдать замуж за нелюбимого, она сбросилась с башни. Другая версия, что это был маяк. Третья версия, что это смотровая башня, и была она частью крепостной стены. Ну, все это легенды, точно никто не знает. Даже есть версия, что это какой-то предмет религиозного культа зороастрийцев. Что-то тут тоже откопали, что-то древнее, старое. На крыше здания, здесь небольшое здание, на нем смотровая площадка. Там море. Сегодня вроде штиль. Ветер совсем слабенький, что уже радует. Вот так это выглядит. Что это было, не знаю. Что-то таблички ничего нет. Ну, это, наверное, похоже на план старого города, да? Это медь. Это медь, да. Окисляется уже, вон. Здесь видно. План старого города. Так, что написано? А, на русском нету, да? Зато есть шрифт Брайля. Да. Здесь, кстати, на английском, на азербайджанском и для незрячих. 22 гектара составляла территорию. Кстати, вот это с полукруглыми куполами, это
Старый хамам. Но он закрыт. Исторический. Здесь, может, какие-то караван-сараи были. Не знаю. Старый хамам. Но он как хамам не функционирует. По-моему, здесь сувенирный магазин. Если вы хотите взять гида для прогулки по городу, вот здесь много их. Они сами подходят. Представители от турагентств. Это музей под открытым небом. Это была базарная площадь. Люди сюда приходили, выставляли свои товары и торговали. Здесь также есть надгробные плиты. Но это нашли уже впоследствии, просто здесь выставили. Музей этот находится напротив Девичьей башни. Также сейчас вот нам подсказали, что здесь вместе были построены, нашли остатки и мечети. Вот с дверью эта мечеть. Видимо, сейчас там что-то есть. И также остатки найдены церкви. То есть вместе были и мечеть, и церковь. Видимо, в знак мира и согласия. Как интересно. Нашли это все в 60-х годах. Насколько оно было все углублено. Если получается, вот здание более современное стоит практически на его крыше. Красиво сделали. Какая шикарная архитектура. Вообще потрясающие балконы. Балконы, конечно, просто восхищают. Так, мы идем в сторону двух старых караван-сараев. К сожалению, они оба на реставрации. Здесь такой узенький проход. Один назывался Мултани караван-сарай. Мултани был раньше город в Индии. Сейчас вроде находится в Пакистане. Выглядело это примерно вот так. Как исторически восстановили, интересно. А это сам караван-сарай. Ну, все закрыто плакатами. Он только нам вверх немножко видно. Это другой караван-сарай. По-моему, бухарский. Здесь, конечно, дверь видно. Были два таких специальных барабанчика. Это был женский, он поменьше.
Второго мужского нету. То есть по звуку вот этой ручки определяли, пришла мужчина или женщина. Если приходила женщина, ей дверь открывала женщина. Если приходил мужчина, открывал мужчина. Вот, пожалуйста, сувениры. Обратите внимание на этот персонаж. Его зовут Мешади Ибад. Он спец, работает, хаджи. Он немножко прижимский такой. И он прячет здесь свои деньги, доллары, доллары и евро. Его зовут Мешади Ибад. Нужно с ним фотографироваться вот так. Салам алейкум, Мешади. Попробуйте, где у вас телефон? Да, машинка. Так, а это легендарный дом кошек. Вон они наверху. Здесь был проход узкий между зданиями. И вот таким образом его обыграли. У него пальцы. Какие ковры. А, здесь магазин ковров. А этот дом так и называется. Дом с цепями. В центре стоит фигура женщины, и от нее отходят цепи. Сейчас здесь находится археологический музей. Раньше древний Баку состоял из одноэтажных аккуратных домиков. После начала нефтяного бума стали появляться уже и особняки, двухэтажные дома, и даже многоэтажки. В начале 2000-х годов ЮНЕСКО старый город объявил культурным наследием, и начались реставрационные работы. Весь город полностью отреставрирован,
Выглядит просто шикарно. Это вход в старый город, двойные ворота. Изначально был один вход и заезд. В XIX веке его расширили, чтобы решить транспортную проблему. Было принято решение их расширить и сделать 2 заезда. Раньше, после пересечения, после входа в старый город, все путники обязательно отправлялись в хаммамы. Ох, вот так выглядит красиво. Его, по-моему, реставрировали. Даже одно время там выставки какие-то проходили в этом хамаме. Ну, сейчас он, по-моему, закрыт. Вот под стеклом. Это хамам 17 века. В куполах интересные такие отверстия, и стекло вставлено. Это для того, чтобы свет проникал в бане. Сейчас мы начинаем подниматься по улице Кичиккала. Какие интересные горшки из бочек. Здесь много ресторанов, кафе. А на этой улице снимали эпизод из фильма «Бриллиантовая рука». Цигель, Цигеля и Люлю. Все помнят, наверное. Ракушечник, кстати, как у нас. Ну, его так хорошо обыгрывают здесь, что даже отделывать не надо, да? Он хорошо выглядит. У нас почему-то так не умеют. У нас выглядит как страшная кирпичная кладка без отделки. Здесь прям вообще оригинально. Да, вот 2 окна. А вот это знаменитый дом.
где происходила сцена из фильма «Цигель, Цигель, ай-лю-лю». Это улица Сабира, дом 21. Какие двери. Это как раз зубчатая крепостная стена, которая раньше проходила, окружала весь город. Сейчас уже, конечно, часть этой стены не сохранилась, ее разобрали. Машенька, да? Больше еще уходишь. Один монах возьми. Черт смотри, тоже. Тут, конечно, просто так мимо не пройдешь. Предлагают сувенирную продукцию. Ух ты! Что это такое? Это... это Исмаилия, да? Ну, какое огромное, красивое здание. Ну, такие проходики маленькие. Ну, конечно, сейчас все исторические уже такие места. Вдоль стены все застроили предприниматели. Как интересно. Деревянная дверь за стеклянной. Это интересно, с какой целью это делают. А мы опять в узкой улочке, в Баку. Решили заблудиться. А в старом городе Баку проживает до сих пор около 1500 человек. Так что это жилой район. Въезд в город на автомобилях платный, но для жителей, по-моему, бесплатный. Так что по городу даже машины ездят вовсю. Куда пойдем, интересно? Заблуживаться. Куда пойдем заблуживаться? Да? Давайте так пойдем. Ну, двери достаточно старые. Здесь прям так интересно. Какая-то реновация закрыта. А, здесь? Да, мне еще понравилось, да, у них, когда какие-то работы ведутся, заклеивают вот такими постерами. Классно. Ух ты. Какая дверь. Цветами все озеленено. Нур Арт Хаус. Так.
Куда пойдем? Точно? Да? Я вижу. И правда можно заблудиться. Нет, тут сейчас непонятно, куда мы выйдем. Гранатовый сок. У нас была интересная история в Стамбуле с гранатовым соком. У меня гранаты, правда, уже осенние, старенькие. Муж с сыном попили, плохо было, желудок остановился. А я нормально перенесла. Потрясающая архитектура, намешаны все стили. Сейчас мы подходим к хамаму. Это единственный старый хамам, действующий. Остальные все уже закрыты. Там есть разделение, мужские и женские дни. Вместе даже с семьей туда не зайдете. Вот дошли мы до хамама Ага Михаил. Бане 323 года. Она и как действующая баня, и как музей. Женские дни по понедельникам и пятницам, мужские все остальные. А сейчас мы приближаемся к месту из бриллиантовой руки, черт побери. Где Никулин сломал руку. Какие верблюдики. Какие светильники шикарные.
На улице сегодня такой ветер. С утра дождик был. Ну, что-то быстро ветром выдуло. Ух ты. А это дверь в Нарнию. Это как проход какой-то. Там еще что-то есть. Вроде все старое, но такое красивое. Такое все ухоженное. Мусора нету, все чисто. Город, конечно, очень понравился. Ночной старый город. Интересная история про это дерево. Оно после обрезки очень сильно болело. И Али Шамси его с 3 сторон разрисовал. 3 женских лика с разных сторон. А напротив его мастерская. Смотрите, как красиво сделано. И после этого дерево опять выздоровело и начало расти. Чудеса. А это сердце влюбленных. А если 2 своих положить? Вот так красиво Исмаилия подсвечена. Bunu aldım burada Bakı'da mı? Aksisi var. А в такие сундуки на ночь закрывают все сувениры.
Такие колоритные сундучки, красивые. Площадь, украшенная к Наврузу в старом городе. Дом с цепями ночью. Bizimki olsaydı atıp gelecek. Добрый вечер. Магазин национальной сладости, чай, пахлава, лукум, шоколада. Добрый. Yaxşı bir şey değil. Сколько разной красивой посуды.
А вот еще сундук с сокровищами. Вот именно 911. Кстати, Девичья башня. Там сзади ходила. че? Девичья башня. Наша прогулка по старому городу подошла к концу. Всем удачи и пока.